Всем привет! С вами Данил, Дэнди и Шутин. И это мой второй гайд на канале Бейт. Ведь первый вам зашел. Да, все верно. Я решил в свободное от тяжелых тренировок время научить вас жарить на Зевсе. А на этом герое можно конкретно разваливать кабины и поднимать свой драгоценный ММР. Если, конечно, все делать правильно. Мотай на ус. Этот гайд для тех, кто хочет подниматься с низов. Но прежде чем я начну, хочу вам напомнить, ребята, что наш партнер WooConBet раздает крутые бонусы. Переходи по ссылке в закрепе, вводи промокод Дэнди, и если ты шаришь, дружок, то тебя ждет вот это. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, нажимать на будильник и отписывать комментарии и вопросы. Я на них обязательно отвечу, зуб даю. Перейдем к гайду. Зевс, особенно на лоу-рангах, хорош почти в любом пике, за некоторым исключением. Особенно сейчас, когда его немного поменяли. Многие скажут: Даня, но Зевса же убивали в последних патчах. Это не герой сейчас. Я скажу: да, убивали. Ему действительно много чего порезали. Вылечили КД на важнейших спылах, уменьшили маны реген и так далее. Но есть пара фишек, которые я в свое время для себя нашел, делающие этого героя сверхсильным, несмотря на нерфы. Начнем с общего понимания того, как нужно правильно сейчас играть на Зевсе. Ключевым аспектом является то, что раньше на Зевсе все играли через верхнюю, то есть через Lightning Bolt, харасили вражеского мидера и в ус не дули. Сейчас же я советую всем играть через первую, то есть Arc Lightning. Чуть позже я объясню как и почему. Сперва поговорим о сильных сторонах Зевса. Очень много урона в драках и по игре в целом. Стабильный фарм в любой ситуации. Глобальный урон по всей карте. Хорош против иллюзионистов и героев с самонами. Быстро распушивает пачки уже на ранних левелах. Хорош против толстых героев из-за пассивки, которая наносит урон в процентах от хп. Помимо того, что Зевс очень хорош как самостоятельная боевая единица, он хорошо бустит героев, которые любят делать соло-киллы по карте, как, например, Легионка или Бесмастер. Хорошо синергирует с героями с глобальными ультимейтами, как, например, Фурион или Спектра. Его ультимейт, да еще и в сочетании с Нимбусом, практически всегда помогут убить героя в таких ситуациях. Слабые же стороны Зевса следующие. Не любит мобильных героев. Весь урон магический, против БКБ герой почти не работает. Сильно зависим от позиционки в драке, требует хорошего ведения файта. Слабая самозащита, нет эскейп механизмов. Поэтому, чтобы максимально эффективно использовать Зевса в драках, нужно очень хорошо держать позиционку и не торговать лицом. Особенно если в пике врага есть герои, которые в секунду до него добираются и убивают за 3 удара. Например, Фантомка, Шторм, Войд и особенно Антимаг, который является одним из самых сильных контрпиков Зевса. Теперь поговорим о стартовом закупе. Ваш стартовый закуп зависит от того, как быстро вам нужен ботл. Если вы на драфте понимаете, что вам будут бить лицо и всячески мешать нормально стоять в миде, то лучше сразу идти в фаст ботл. Стартовый закуп в таком случае я советую такой: цирклетка, ветка, фейрик, 3 манго и запуленные танго. Если вас никто не запулил, кидаете репорт и вместо одного манго берете тангусы. И не докупая нулик, идете в ботл. Второй вариант. Если же вы понимаете, что вам особо никто мешать не будет, там нет какой-то квапы или против вас стоит милишник, то я советую закупаться сразу в статы, потому что у Зевса очень сильная тычка с руки, что позволяет бить лицо милишнику и даже добивать с руки крипов, если это возможно, с целью экономии маны. Поэтому на старте можете смело идти в 2 цирклетки, мантл, ветку, фейрик и запуленные танго. Если же вас опять не запулили, то конечно же репорт, и вместо цирклетки берете танго. Выходите в нулик, а если все хорошо, и в 2 нулика, а потом уже берете ботл. Желательно иметь ботл к 4 минуте, чтобы подобрать руну, тут же отрегенить ману, если сильно потратились, и пойти кого-нибудь замочить, если ситуация этого позволяет. Что касается стиков на Зевсе, я не любитель вообще покупать этот артефакт на Зевсе. Только в крайних случаях, если против вас какой-нибудь Бэтрайдер или Шторм. Потому что геймплей на Зевсе в принципе не всегда заряжает ему эти стики. А если ваши стики заряжаются постоянно, это означает, что вы торгуете лицом и находитесь в гуще событий. А этого на нем лучше не делать. Теперь по скилл-билду. Сейчас в 90% случаев я играю через Arc Lightning. Чаще всего это выглядит так. Первый спелл в 1, далее я качаю второй в 1, если есть скилл-потенциал. Если его нет, то беру третий в 1, потом первый в 2, второй в 1, первый в 3. Дальше я, конечно, качаю ульту, потом добиваю первый в 4, ну и полетели. Дальше раскачка уже зависит от ситуации в игре. Если ваша команда начинает бить лица и давить соперника, то имеет смысл максить вторую и долбать им по голове врага. Также, если вы зарашили Аганим и планируете часто использовать Нимбус, то следует намаксить второй скилл, потому что Нимбус работает именно от него.
Если же игра идет более-менее ровно, то имеет смысл максить пассивку, чтобы легко сносить пачку крипов и работать в свой нетворс. Перейдем к талантам. Таланты Зевса в целом несут ситуативный характер, однако некоторые из них я беру почти в любой ситуации. Начнем с 10 левела. Я почти всегда беру мана-реген. Особенно сейчас, когда базовый мана-реген ему порезали. Талант на 200 к здоровью, конечно, полезен для выживаемости, но почти все дальнейшие предметы, которые вы будете собирать, будут повышать выживаемость. Поэтому я все-таки брал бы мана-реген. На 15-м талант. В некоторых ситуациях я беру Move Speed, если игра от меня требует больше мобильности, докупая при этом Тревела и ЮУ. Но в целом я предпочитаю брать талант на урон с пассивки. Напоминаю, что урон с пассивки бьет в процентах от хп врага, поэтому чем он выше, тем больше урона по жирничам. На 20 левеле все ситуативно. Талант на снижение кулдаунов работает на ваш урон, увеличивая его, и немного нивелирует нерфы на кулдауны, которые были в последних патчах. Но я все же предпочитаю талант на стан от болта. Это очень круто работает против коров, которым уже не так комфортно в драках, особенно в сочетании с нимбусом. Также этот талант хорош против мобильных героев. На 25-м левеле талант на 225 в дальности заклинаний в некоторых случаях невероятно полезен. Но я для себя решил, что талант на 115 к урону от первого спела это лютейшая имба. Беру его практически всегда. По обуви на Зевса все довольно просто. По сути есть всего один выбор, это арканы. Помимо того, что они дают ману, из них Зевс может собрать быструю линзу. Или же вложить бустер в Акторин, Bloodstone, Ion Disc или Lotus Orb. Когда вы разложите арканы, простой сапог со временем имеет смысл грейдить только в Тревела. В некоторых случаях игры вообще заканчиваются с простым сапогом в инвентаре. Однако, если игра у вас идет плохо, советую покупать транквилы, потому что айтем очень бустит move speed и можно хорошо выбирать позицию. Что касается айтем билда в целом, то как правило он выглядит следующим образом. Нулик, арканы, потом арканы превращаются в линзу, следующим артефактом собирается аганим. Дальше я очень люблю собирать Bloodstone, Акторин и рефреши. Причем порядок покупки этих артефактов зависит от происходящего в игре. Вам нужно либо улучшить выживаемость за счет Bloodstone, либо давать больше урона за счет рефрешера. В некоторых случаях я собираю ела в начале, если играю против орчидов, мобильных инициаторов или, например, чтобы сбить щит Эмбера. А также, если я хочу комбинить его с аганимом, поднимая врага в ИУ между тиками Нимбуса. Иногда в конце я собираю Глиммер Кейп или даже Shadowblade, потому что в эти против антимагов, фантомок и прочих прыгунов до вас в файте по сути могут добраться только они, а у них вряд ли есть слот на гем или дасты. Шанс выжить сильно увеличивается. Есть еще один билд, который я иногда практикую. Против, например, Шторма. Он выглядит странно, но зато спасал меня много раз. Это Глиммер, Юл, Ion Disc и Lotus Orb. При правильном применении я выживаю 100 из 100. И могу даже на развороте убить, когда на меня уже потратили все кнопки. Но не проверяйте это в домашних условиях. И только по сильному приходу. Осуждаю, кстати. В целом по игре надо понимать следующее. Зевс это не герой кнопки ультимейта. Зевс это герой позиционки. Надо правильно держать себя в файте, не торговать лицом, пока не увидишь опасных для себя героев, которые уже влетели в кого-то другого. Иначе могут быть кранты. Нужно всегда стараться чекать, что вас не видно, даже если файт еще не начался. Всегда давайте под ноги болт, чтобы ревилить инвизеров или апсы. И вечный вопрос, давать ульту в начале файта или в конце. Во время масс-файта лучше дать ульту в начале, чтобы нанести 100% урона, заревилить позиционку врага, если вдруг вас сразу словят. Если же происходит какой-то ганг без вашего участия, то ультой лучше добить, потому что с недавних пор Зевс получает экспу по всей карте, а не только в рейнже файта. Поэтому стилить уже стало профитно. Специальный ящик для тех, кто получит стилящего Зевса в паблике, я оставлю в описании к этому видео. Ну, наверное, это пока все. Желаю вам удачи в ваших поблосах. Следующий герой, на которого мы сделаем гайд, будет по запросам из комментариев. Герой, который займет второе место после Пуджа, обязательно залетит в следующий видос. Не забывайте задавать вопросы в комментах и показывать этот гайд своим корешам в Дискорде. Привет им, кстати. Всем пока!